Здравствуйте, друзья! В данном видеоролике буду делать приспособу, с помощью которой будет очень легко выставить центр резца. Для этого я предварительно выставил очень хорошо резец. Вот здесь можно увидеть очень маленькую пимпочку. Она на самом деле коническая, и если резец дальше чуть-чуть проходит, он ее срезает. То есть выставил максимально точно, поставил подкладки под резец, вот можно их здесь увидеть. И теперь мне нужно замерить вот этот размер, то есть размер резца, начиная от подкладок и заканчивая вершиной. После чего можно будет сделать шаблон, по которому можно будет в любой момент резания там или обработки деталей выставить новый резец по нему, и он будет гарантированно выставлен по центру. Если нужно какую-то высокоточную работу на мелком диаметре делать, то там нужно еще лучше его выставлять. Ну а для большинства работ подойдет такой шаблон. И плюс им очень удобно будет пользоваться. Вот, я заметил, многие вставляют в патрон конус, по нему измеряют, выставляют. Но это, честно говоря, не очень удобно, особенно когда уже идет обработка детали, а нужно выставить какой-то дополнительный резец для обработки. Для начала мне нужно узнать высоту резца, ну а пока я вам покажу, как будет выглядеть эта приспособа. Это мой блокнот, куда я записываю все свои идеи. Ну, в общем, приспособа должна выглядеть примерно так. Резец должен становиться на платформу и проходить в отверстие. Можно даже сделать проходное и непроходное с каким-то там в 1/10 запасом. Вот я тут ступеньку планировал. Ну, это уже как до фрезерного дела дойдет, там я уже это все постараюсь осуществить. Сами измерения можно произвести с помощью штанген Рейсмуса. Делается это примерно так. Замеряю вершину. Получилось ровно 96,5. Этот результат я запишу в блокнот. Хотя это промежуточный результат, запишу на листик. 96,5. Теперь сниму резец и сделаю замер по дну резцедержки. Почему я не делаю замер просто штангеном, например, по пластинам? Мы, конечно, потом можем проконтролировать еще раз по пластинам замерить штанген циркулем. Но я не делаю это, потому что в том состоянии подкладки все прижатые. Вот так они сжаты очень плотно, и этот размер искомый. А так, боюсь, я штангенциркулем не смогу их сжать, чтобы они показали правильный размер. Вот, теперь я беру и измеряю вот этот размер. Получается 68,8. Записываем на бумажку. Теперь мы из вот этого числа вычтем вот этот. И проконтролируем потом этот же размер штангенциркулем. Замерим резец с подкладками. Будет такой же он или немножко больше должно быть, по идее. Получилось 27,7. Такая нынче у меня высота резца. То есть получается суммой всех вот этих телодвижений со станком, если здесь действительно 25 мм резец был и все было четко, то получается добавилось 2,7 мм за счет шлифовки резцедержки, за счет шабровки всех поверхностей. Вышабрена призма и суппорт, что дает небольшой провал вниз. Потом вышабрена вот эта плоскость и поперечная подача, что тоже дает. Потом вышабрено сверху и вот эти две плоскости притерты, вот эти две плоскости и вот эти две плоскости. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 плоскостей и плюс резцедержку я фрезеровал. То есть видите, как много здесь было произведено работ, которые уменьшают высоту вот этой поверхности. Теперь берем резец и пробуем просто измерить штанген циркулем его. По-хорошему эта цифра должна сойтись, но я так думаю, что она будет немножко
больше. Так. Вот тут еще не так просто измерить. Так, есть. Сколько получается? Получается 27,8. То есть получается на 1/10 больше с помощью измерений штангенциркулем. Так, ладненько. Доверяю я больше вот этому размеру, поэтому сразу внесу его вот сюда. Это будет такая основная цифра, которую желательно записать. 27,7. Можно сделать проходное 27,75, например. Вот это отверстие. А непроходное 27,65. Ну, на этом мы и остановимся и будем пробовать делать. Как раз для контроля этих размеров мне понадобятся концевые меры длины. С помощью них можно будет очень точно все измерить. Вот они лежат у меня в коробочке. Значит, какие концевые меры мне понадобятся? На 20, на 5, потом 1,6 для непроходного, 1,7 для проходного и 1,005, чтобы получилось как раз вот 27,75 и 27,65. В качестве вот этой основы отпилю кусочек чугунины. А верхушку сделаю отдельно. Сделаю за одну установку вот эту поверхность и вот эти две. Проходную, непроходную. Так как здесь будет разрыв и будет крепиться все на болтах, можно будет подкладывать подкладки, щупы и изменять этот размер. То есть, если что, можно будет его откалибровать немного на другой размер. Например, при износе станка или изготовить верхушку новую. В общем, приступаем. Сейчас зажму вот эту деталь на фрезерный станок и отпилю такую вот полосу. Плита довольно ровная. Здесь прогиб, я щупом мерил, здесь прогиб на всю длину около 1/10. Можно будет еще подумать, что с этим делать. Может даже немножко пришабрить ее.
Значит, ребят, что получается у нас? Сделал здесь и здесь две поверхности за одну установку. Вот этот размер на данный момент составляет непроходной размер для резца. Измеряю по лекальной линеечке. Здесь все очень четко. Теперь осталось сделать только проходной размер. Проходной размер будет немножко ниже. И получается на десятку нужно заглубиться. Меняю вот в этом пакете одну пластинку, которая больше на 1/10. Эту 1,05 оставляю. А 1,6 заменяю на 1,7. Кстати, можно сейчас проверить, будет ли разница и какая она именно по лекальной линейке. Ну, разница есть. Вот видно, она немножко шатается на 1/10. Теперь поднимаю стол вверх. Проходной размер будет несколько шире, чем непроходной. Здесь вот есть немножко еще металла, который можно снять. Вертикальную подачу фиксирую. Коснулся и добавляю 1/10. Так, ну и теперь уже напоследок, я надеюсь, все здесь четенько. Смотрим, что получилось. Ну вот, по концевым мерам оно заезжает четко. Вообще довольно точно все получилось. Так, можно снимать. Деталька уже фактически готова. Ну так сей девайс выглядит. Осталось здесь его прикрепить. Для этого нужно два отверстия просверлить. Здесь и на основании. И прикрепить ее вот так. Чтобы сюда можно было просовывать резцы. Решил не делать ее посередине. То есть посередине, если можно и правый и левый резец измерять. Что так, что так. В принципе, правый резец редко когда нужно измерять. А вот расточные резцы нужно. И для них нужно длинное пространство. Поэтому все-таки я решил сделать со смещением. Примерно таким. Чтобы можно было измерить расточной резец. Где-то здесь будет располагаться вся эта кухня. Поставлю одно отверстие. Дам метку. Так. Ну а теперь можно измерить и дать
еще одну метку. Можно идти сверлить. Имеем такой вот специнструмент. Вот так выглядят отверстия после цыковки. Ну вот, друзья, девайс и готов. Осталось его теперь проверить. Поставил плитку 1,7, то есть ту, с которой должно здесь проходить, но проходить очень плотно. Вот здесь проходить уже не должно, так как там непроходной размер. Видим, что плотно входит. Как видите, весьма плотно оно сюда входит. И с этой стороны то же самое. Можно пропихнуть ее в середину. Отжима здесь никакого быть не может, потому что, видите, сталь весьма толстая. Здесь около 8 мм. И, как видите, калибры отсюда не выпадают. Теперь пробуем сюда пропихнуть. Здесь, как видите, не пропихивается. Это не проходной размер. Здесь размер 27,7 мм. Здесь 27,6 мм. Пробую теперь ставить плиточку на 1,6 вместо 1,7. Вместо вот этой ставлю 1,6. Так. И смотрим. Здесь заходит. В принципе, здесь держится тоже весьма неплохо. Ну, немножко более прослабленный размер. Но здесь тоже люфта нет. Здесь может на пару соток более прослабленный размер. Это не столь важно. Главное, что вот этот размер он не проходит. Ну и теперь смотрим, какие плитки здесь. 1,6. 5 мм. 1,05 и 20 мм. То есть можете посчитать. Все это сделано под резец 27,7. 5 сотых я дал запаса. Опять же, если это подкладки, то они будут давать свою слабину. Ну, в общем, понятно, я думаю. За вот эти отверстия можно девайс прикрепить в будущем, либо как-то по-другому его прикрепить или сделать подошву какую-то плоскую, потому что вот эти ямы, они не дают нормально работать. Так, ну и как же теперь выглядит настройка резцов? Теперь не нужно никаких конусов, ничего не нужно, просто берем эту вещь и берем резец. Я уже здесь нарезал подкладок. Подкладки хорошие, калиброванные, из линейки сделаны. Берем 3 подкладки, смотрим. Мало. Берем 4-ю, смотрим. Мало, залазит кончик. Берем более тонкие подкладки. Так. 2, например. Все, сюда залазит еле-еле. Видим, да? Сюда не залазит.
Не залазит резец сюда. Ну вот, это я его нагнул просто, так как здесь пустота. Вот, а так он сюда не пролазит. Ну, вообще, так точно настраивать очень редко нужно. Нужно обычно настроить, лишь бы он был по центру плюс-минус хотя бы 1/10. Даже 2-3 десятки для большого диаметра это несущественно. Такая получилась, ребят, интересная вещица, на мой взгляд. Я думаю, вы оцените. Поделитесь этим видео с вашими друзьями, токарями. Я буду вам за это очень благодарен. Это очень помогает развитию канала. Ну а на этом все. Всех благодарю за внимание. Всем пока.